Что может быть приятнее просыпаться под запах горячей чашечки кофе? Привет, меня зовут Сергей. А если вы не любите кофе или не хотите его готовить, то вы можете сплести чашечку кофе просто из резинок, и тогда кофе будет всегда с вами. Или любой другой напиток, который вы любите. Если для жидкости вы будете использовать коричневые резинки, то у вас получится какао или горячий шоколад. Если черные, то будет крепкий горячий кофе. А если белые резинки, то будет парное молоко. Итак, давайте приступим. Приготовьте ваш станок. Ряды на нем расположите так, чтобы центральный немножко выходил вперед по сравнению с двумя крайними рядами. Открытые стороны столбиков первых двух рядов смотрят в правую сторону, а открытые стороны столбиков дальнего ряда смотрят в левую сторону. Плести мы будем в центральной части станка, и работу начнем с создания верхней части нашей кружечки, и вверху у нас находится как раз жидкость, которая в эту кружку как будто бы налита, и представим, что у нас это крепкий кофе. И поэтому я буду для жидкости использовать черный цвет. Если вы хотите сделать кружку с молоком, то для жидкости используйте белый цвет. Если с горячим шоколадом, то используйте коричневый цвет. А саму кружку я буду делать из резинок оранжевого цвета. Но начинаем работу мы именно с жидкости. Где-то в центре станка выбираем центральный столбик и накидываем две резинки вот таким образом, с центрального столбика по диагонали на столбик, который находится левее. Еще берем пару резинок и уже по центральному ряду накидываем резинки вот так. Еще две резинки берем и накидываем на дальний или правый ряд. У нас получилась вот такая фигура. Справа нам нужно сделать еще одну точно такую же, но в зеркальном отображении. Берем две резинки, накидываем вот так. Еще две резинки накидываем по центральному ряду. И еще две резинки накидываем с центрального столбика на столбик дальнего или правого ряда. Теперь возьмем еще две черных резинки и накрутим их на центральный столбик левой фигурки. 3 оборота. 2 резинки. Накидываем, это один оборот получился. Закручиваем второй оборот и закручиваем третий оборот. Теперь эти резиночки нам нужно сплести. Для этого заводим крючок внутрь центрального столбика и отодвигаем пару резинок, которые мы с вами накидывали 3 оборота. Далее захватываем пару черных резиночек, которые находятся выше всего. И в моем случае эта пара относится вот к этому столбику. Захватываем изнутри следующую пару, и эта пара уже относится к столбику центрального ряда. И, наконец, последняя пара, которую мы захватываем, она относится к столбику левого ряда. Опускаем резинки вниз, и сейчас будем немножко расширять получившуюся у нас конструкцию. Давайте посмотрим, как это делается. Сначала расширим вот эту часть. Заводим крючок внутрь, сквозь все резинки, и вытаскиваем его где-нибудь вот так сбоку, чтобы у нас была возможность накинуть пару резинок на кончик крючка. И вытаскиваем сверху, нечаянно не задев никакие лишние резинки. Вторую часть этой пары накидываем обратно на крючок. Далее натягиваем и накидываем на столбик, который находится немножко дальше. Еще берем пару черных и вновь заводим крючок вот сюда. Накидываем эти две резиночки. Опять точно так же выводим их изнутри сверху. Вторую часть накидываем обратно на крючок. И уже эту часть накидываем вот сюда, на этот столбик. И еще одну пару возьмем черных. Заведем крючок вот сюда, внутрь. Накинем пару, вытащим ее сверху. Вторую часть возвращаем на крючок и накидываем вот сюда. То, что у нас сейчас получилось. Вот эта часть у нас получилась расширенная на 3 столбика.
Но это еще не все. Нам нужно еще расширить вот эти столбики здесь и здесь. Для этого берем пару черных резинок, заводим крючок внутрь столбика, захватываем пару резинок, вытаскиваем их сверху и накидываем на столбик, который находится левее. Еще раз сюда же заводим крючок, берем пару черных, накидываем на кончик крючка и уже эту часть накидываем на столбик, который находится правее. Еще берем пару черных, вновь сюда же заводим крючок, накидываем резиночки и вот эту часть накидываем на столбик, на этот центральный, но предварительно снимем с него резиночки, которые на нем уже находятся. А вместо них накидываем то, что сейчас мы сделали. И вот так у нас получилось это расширение. Теперь расширим резинки вот с этого столбика. Для удобства я разверну станок другой стороной. Беру пару, накидываю вот сюда крючок. Пару вывожу сверху, вторую часть возвращаю на крючок и накидываю на столбик, который находится правее. Вновь сюда завожу крючок, накидываю пару, вытаскиваю сверху, и эту часть мы размещаем на столбик, который находится левее. И еще раз берем пару, заводим сюда же крючок, накидываем. И сняв со столбика, с центрального, те резинки, которые на нем уже находятся, вместо них накидываем те, которые у нас на крючке. Вот эта часть у нас теперь расширена так, как нам и нужно. Далее мы переходим к цвету самой кружечки, оранжевый цвет в моем случае, и наращиваем примерно так же, как мы сейчас с черными резинками делали. Наращиваем на всех крайних столбиках этой части, но кроме вот этого и вот этого столбика. На них наращивать пока не нужно. Давайте начнем с центрального. Заводим крючок внутрь, сквозь все резинки и накидываем пару оранжевых. Вытаскиваем сверху, вторую часть возвращаем обратно на крючок и, сняв со столбика те резинки, которые сейчас на нем находятся, вместо них накидываю вот эту оранжевую пару. Теперь здесь заводим крючок сквозь все резинки, накидываем оранжевую пару, вытаскиваем сверху, вторую часть обратно на крючок, снимаем со столбика черные резинки, которые на нем находятся, а вместо них накидываем вот эти оранжевые. Далее здесь делаем так же, заводим крючок внутрь, накидываем пару оранжевых, вытаскиваем сверху, снимаем со столбика черные резинки, которые на нем уже находятся, и вместо них накидываем оранжевые. Мы с вами чуть раньше договорились, что на этот столбик пока оранжевые не накидываем. А нам осталось вот эти два столбика обработать. Берем 2 оранжевых, накидываем их на крючок, вытаскиваем сверху, вторую часть обратно на крючок, снимаем с этого столбика черные, которые на нем находятся, и вместо них накидываем оранжевые. И, наконец, пришла очередь вот этого столбика. Заводим крючок, накидываем пару оранжевых, вытаскиваем сверху, вторую часть обратно на крючок, снимаем со столбика черные резинки и вместо них накидываем оранжевые. Замечательно, с этой частью мы с вами расправились. Теперь нам нужно поработать вот с этой частью. Поверну станок, чтобы мне было удобнее, чтобы эта часть была левее. И сейчас нам нужно захватить вот эти резинки. Это пара, скрученная 3 оборота, которую мы с вами чуть раньше делали. Натянуть и накинуть эту пару на вот этот столбик. Однако, чтобы это было легче сделать, нам нужно со столбика, вот, который находится левее, снять все резиночки. Вот таким образом. И тогда уже гораздо проще будет накинуть на столбик правый вот эти резинки. Вот так у нас сейчас должно получиться. Теперь мы
вот с этой частью работаем точно так же, как и чуть ранее с левой. То есть сначала, прежде всего, сплетаем вот эти резинки. Я опять поверну станок, чтобы мне было удобнее. Завожу крючок внутрь, захватываю пару резинок, которые находятся выше всего, снимаю со столбика и накидываю на тот, которому эта пара и принадлежит. В моем случае это вот этот столбик левого или ближнего к нам ряда. Далее следующую пару захватываю изнутри, снимаю со столбика и накидываю уже на центральный. И последняя пара изнутри тоже захватываю, снимаю со столбика и накидываю на тот, которому она и принадлежит. Теперь наращиваем на эти столбики резинки черного цвета. Сначала заводим крючок внутрь вот этого столбика, самого последнего, накидываем на крючок пару черных резинок, вытаскиваем, натягиваем и накидываем на столбик, который чуть-чуть дальше. Вновь заводим крючок сюда, вновь накидываем пару черных резинок на кончик крючка, вытаскиваем сверху и эту часть накидываем уже вот сюда, на столбик дальнего ряда. Еще раз заводим крючок сюда же и накидываем опять 2 черных резинки, вытаскиваем сверху и накидываем на столбик ближнего ряда. Теперь разбираемся вот с этим и вот с этим столбиком. Заводим крючок внутрь, накидываем пару, вытаскиваем сверху, и эту часть мы накидываем на столбик, который находится правее. Вновь заводим крючок сюда, накидываем еще одну пару черных резинок, вытаскиваем сверху, и в этот раз накидываем на столбик, который находится левее. Еще раз заводим крючок сюда же, накидываем пару черных резинок, вытаскиваем сверху, и эту часть накидываем вот на этот столбик, но предварительно снимаем с него все резинки, которые на нем находятся, и накидываем вот эту часть. Теперь разбираемся вот с этим столбиком. Я поверну станок, накидываю крючок, провожу сначала сквозь все резинки, накидываю пару, вытаскиваю сверху, и эту часть я размещаю на столбике, который находится правее. Вновь завожу крючок сюда, накидываю следующую пару и размещаю на столбике, который находится левее. И, наконец, еще раз завожу крючок сюда, накидываю пару, вытаскиваю сверху и, сняв с этого столбика те резинки, которые на нем сейчас есть, вместо них накидываю те, которые у нас на крючке. С жидкостью мы уже разобрались. И теперь нам нужно сделать наращение из оранжевых резинок. Давайте займемся этим. Но в этот раз уже нам нужно нарастить все резиночки, все столбики, которые у нас остались без оранжевых. Начинаем отсюда, заводим крючок сквозь все резинки, накидываем пару, вытаскиваем сверху, снимаем с этого столбика те резинки, которые на нем находились, и вместо них накидываем оранжевые, которые у нас на крючке. Заводим в следующий столбик, накидываем пару оранжевых, вытаскиваем сверху, и эту часть размещаем на столбике, предварительно сняв с него черные резинки. Здесь заводим крючок сквозь все резинки, накидываем пару, вытаскиваем аккуратно сверху, и вместо черных на столбик накидываем оранжевые. Далее заводим крючок, накидываем пару оранжевых и размещаем на этом столбике вместо черных. Поверну станок другой стороной, и нам осталось 3 столбика. Завожу крючок, вытаскиваю снизу, накидываю пару оранжевых резинок и снимаю со столбика черные, вместо них накидываю оранжевые. Здесь завожу крючок, накидываю пару оранжевых и вместо черных размещаю на столбике. И, наконец, последняя
пара оранжевых у нас идет вот на этот столбик. Отлично. Со всеми столбиками мы разобрались. Теперь нам нужно максимально, я сейчас вот здесь опять вниз опущу черные резинки, потому что сейчас нам нужно максимально, насколько это вообще возможно, опустить оранжевые резинки в самый низ столбиков. Потому что сейчас нам нужно будет накинуть 2 ряда резинок, 2 слоя, при этом не снимая предыдущие. Давайте посмотрим, как это делать. Берем 2 резинки и накидываем на любую пару столбиков окружности. При накидывании поворачиваем эту пару 8. Затем берем еще одну пару, накидываем на следующие 2 столбика, тоже поворачивая 8. Еще пара на следующие 2 столбика, еще пара на следующие 2 столбика и каждый раз поворачиваем 8. Если мы посмотрим на станок сбоку, то увидим, что у нас получилось 2 слоя. Вверху 4 резинки верхнего слоя, а внизу 4 резинки нижнего слоя. Но сейчас нам нужно опустить резинки верхнего слоя, потому что нам нужно накинуть еще один слой. И он будет тоже состоять из пар оранжевых резинок. Берем 2 резинки, накидываем на любую пару столбиков, еще 2 резинки на следующую пару столбиков, еще 2 резинки далее. И так последовательно по всей окружности накидываем резинки парами. И сейчас у нас получилось целых 3 слоя на каждом столбике. И на каждом столбике у нас сейчас находится по 12 резинок. То есть 3 слоя по 4 резинки. И вам сейчас нужно быть очень внимательными, потому что на каждом столбике нам нужно захватить 4 резинки центрального слоя. И с каждого столбика с внешней стороны скинуть внутрь. На следующем столбике захватываем 4 центральных. Нечаянно не захватите резинки ни верхнего слоя, ни нижнего слоя, а только центральные. Хотя, если вы захватите что-то лишнее, то абсолютно ничего страшного не произойдет. Но лучше, конечно, стараться этого избегать, чтобы плетение было более ровным. На этом столбике тоже захватываем 4 центральных. Можно иногда помогать себе пальцами, чтобы четко разделить резинки верхнего слоя от резинок нижнего слоя, потому что это бывает сделать не всегда просто. Поворачиваю станок и продолжаю с каждого столбика снимать центральные резинки. Опускаем верхний слой. И сейчас нам нужно будет еще сделать один
слой. Но перед тем, как мы займемся его созданием, нам нужно сделать ручку нашей кружки. И давайте посмотрим, как она делается. Я отставлю немножко станок в сторону. Возьму две резинки и накручиваю их на крючке 2 оборота. Далее захватываем еще одну пару и накручиваем на пальцах ее 2 оборота. Две резинки скручиваем в 2 оборота, накидываем на кончик крючка и сюда скидываем вот эту пару, скрученную тоже в 2 оборота. Вторую часть накидываем обратно на крючок. Еще берем 2 оранжевых резинки, тоже скручиваем их вдвое, накидываем на кончик крючка и вот эту заготовку снимаем на получившуюся пару. Вторую часть возвращаем обратно на крючок. И у нас уже получается цепочка. Сейчас она состоит из 2 звеньев, если не считать вот этого самого первого звена. А всего нам нужно сделать 6 звеньев, состоящих из 2 резинок, скрученных в 2 оборота. Вот это третье звено у меня получается. Еще беру пару, скручиваю вдвое. Это 4-е звено. Еще пара. 5-е. И, наконец, 6-я пара. Скручиваем вдвое, накидываем. И у нас получилась цепочка, состоящая из 6 звеньев. Теперь нам нужно взять, давайте еще раз посчитаем, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все верно. Теперь нам нужно взять уже 3 резинки, но не перекручиваем их в 2 оборота, а просто накидываем на кончик крючка и на них скидываем заготовку, которая у нас получилась. Вторую часть тройки возвращаем обратно на крючок. И еще раз нам нужно взять 3 резинки, накинуть на кончик крючка и скинуть эту заготовочку сюда. Теперь вновь возвращаемся к парам резинок, скрученным вдвое. 2 резинки скручиваю вдвое, накидываю на кончик крючка и снимаю вот эту заготовку. Вторую часть возвращаем обратно на крючок. Еще берем одну двойную, скручиваем вдвое, накидываем и размещаем заготовку. И у нас ручка уже практически готова. Давайте еще раз разберем, из каких частей она состоит. Из резинки, 2 резинок, скрученных в 2 оборота. Затем идет 6 звеньев, состоящих из 2 резинок, скрученных вдвое. Потом 2 звена из 3 резинок. И еще 2 звена из 2 пар резинок. Но теперь нам нужно сделать крепление, с помощью которого мы будем прикреплять эту ручку к основной части кружечки. Берем 2 резинки, накидываем на кончик крючка и на них снимаем только вот эту часть заготовки, которая немножко левее находится. 4 вот этих петельки продеваем, а другие 4 петельки у нас на крючке еще остаются. Теперь возьмем еще одну пару резинок, накинем на кончик крючка и их просунем уже сквозь оставшиеся 4 петельки. И у нас получились вот такие крепления. Давайте посмотрим, как их нужно использовать. Берем наш станок и одну часть крепления накидываем на одну часть на центральный столбик, а другую часть на соседний столбик. Одну закрепили сторону, теперь давайте закреплять вот эту, другую сторону. Одну часть размещаем на центральном столбике, а другую часть размещаем на соседнем столбике. Ручка у нас вот таким образом закреплена. Далее, чтобы получился полноценный слой, на все оставшиеся столбики мы накидываем пары оранжевых резинок.
И вновь с каждого столбика нам нужно снять 4 центральных резинки. Будьте очень внимательны, захватывайте именно центральные и именно 4 штучки, нечаянно не захватив ничего лишнего. С каждого столбика снимаем 4 резинки центрального ряда. Отлично. Опускаем резинки вниз. И сейчас нам нужно сделать еще один самый обычный слой, накидывая на каждую пару столбиков по 2 резинки. Когда мы сделали полноценный слой, накинув на каждую пару столбиков 2 резинки, нам нужно снять сейчас резинки 2 нижних рядов. За один раз мы их, конечно, не можем захватить, и поэтому будем захватывать частями. Сначала я центральный ряд захватываю, или несколько резинок центрального ряда, если все трудно захватить. Затем захватываю резинки, оставшиеся внизу, и скидываю их. И у меня на столбике остается всего лишь 4 резинки верхнего ряда. На следующем столбике поступаю точно так же. Захватываю центральный слой, затем захватываю резинки нижнего слоя. И с внешней стороны скидываю их просто со столбика. И так поступаем на каждом столбике. Следующий слой будет слоем с глазами. Для создания глаз мы будем использовать резинки черного цвета. Также можно использовать бусины. Я вам покажу и тот, и другой вариант. Для создания глаз из бусин из резинок возьмите одну черную резинку и накрутите на крючке 4 оборота. Далее возьмите пару оранжевых резинок того же цвета, что и цвет кружки. И на них скидываем вот эти 4 черных оборота. И размещаем со 2 на 3 столбик. Если столбики считать вот отсюда. 1, 2, со 2 на 3. Это один глаз. И для второго глаза делаем такую же заготовку. 1, 2, 3, 4 оборота. Берем 2 оранжевых резинки. Накидываем на кончик крючка. Снимаем и накидываем вот сюда. С 3 на 4 столбик. Однако я предпочитаю делать глаза из бусин. Поэтому я вот эти заготовки с резинками снимаю. Если вы из резинок все-таки предпочли, то ничего снимать вам не нужно. Далее беру бусину, с помощью которой буду делать глаз, и воспользуюсь вот такой проволоченкой. Продеваю проволоченку в бусину, беру 2 оранжевых резинки, накидываю их на проволоку. Проволока у меня предварительно скручена в виде буквы Г. И теперь я вставляю вот сюда обе части проволоки и протаскиваю бусинку на резинке. И размещаю точно там же, где мы размещали резинки с глазами. То есть со 2 на 3 столбик. Одна часть у нас идет на 2 столбик, другая часть идет на 3 столбик. Вот один глаз мы разместили. Точно так же я сделал заготовку для 2 глаза и размещаю ее с 3 на 4 столбике. Чтобы слой получился полноценным,
На все оставшиеся столбики мы накидываем по паре оранжевых резинок. Сейчас на каждом из столбиков находятся 4 резинки внизу и 4 резинки выше. Нам нужно захватить 4 нижних резинки и скинуть с каждого столбика с внешней стороны внутрь. Следующий слой у нас будет слоем с щечками. Щечки мы будем делать из резинок красного цвета, поэтому я беру одну красную резинку, накручиваю на крючке 4 оборота, 1, 2, 3, 4, беру пару оранжевых, накидываю на крючок и скидываю сюда вот эти оборотики красного цвета. Размещаю тоже со второго на третий столбик, там же, где у нас находится левый глаз. И еще одну такую заготовку с щечкой нам нужно сделать, чтобы она находилась чуть выше другого глаза. 4 оборота, далее пара резинок, накидываем и размещаем на нее вот эти красные оборотики. Здесь и сюда. С третьего на четвертый столбик, прямо над вторым глазом. Чтобы этот слой был полноценным, мы на все оставшиеся столбики накидываем по 2 оранжевых резинки. Все как обычно. С каждого столбика снимаем 4 резинки нижнего слоя. Нам уже стало тяжело накидывать следующие слои. Дело в том, что у нас центральная часть как раз мешает это делать. Поэтому давайте центральную часть немножко сейчас с помощью крючка поднимем, аккуратно захватывая резинки с центральных столбиков и поднимая их наверх. Будьте внимательны и аккуратны, чтобы резинки у вас не слетели с крайних столбиков. И можно также рукой немножко поднять за края фигурки. Ну вот, видно, что уже начинает формироваться фигурка. Сейчас нам нужно сделать рот. Рот у нас сделан будет из черной резинки. Берем одну резинку и накручиваем на крючке всего 2 оборота. Захватываем 4 резинки, которые находятся между глаз. И скидываем на них 2 оборота черной. Далее снимаем с этого столбика оранжевые резинки и продвигаем черную ближе к центру. Когда мы это сделали, то возвращаем обратно на столбик оранжевые, которые только что сняли. И получается, что черная резинка у нас сейчас находится за этим столбиком внутри. Опускаем резинки на всех крайних столбиках. И сейчас делаем самый обычный ряд, накидывая на каждую пару столбиков по 2 оранжевых резинки. С
С каждого столбика, как обычно, снимаем резинки нижнего ряда. Их 4 штучки на каждом столбике. Сейчас пришло уже время закрепить другую часть ручки. И сейчас мы давайте этим займемся. Берем 2 оранжевых резинки и просовываем крючок сквозь 2 резиночки. Посмотрите, 2 у нас находятся немножко левее, а 2 правее. 2. Захватываем теперь пару оранжевых и протаскиваем их сквозь эти 2 резинки. Накидываем одну часть на центральный столбик, а другую часть на столбик, который находится рядом. Далее заводим крючок в оставшуюся пару на ручке и 2 резинки протаскиваем сквозь них. Одну часть накидываем на центральный столбик, а другую часть на столбик, который находится рядом. И у нас получилась нижняя часть ручки прочно закреплена. На все оставшиеся столбики для получения полноценного слоя накидываем резинки, как обычно, парами. Снимаем с каждого столбика резинки нижнего слоя. Как обычно, по 4 штучки. Давайте на всех столбиках опустим резинки, а на центральных, наоборот, поднимем. И сейчас уже будем накидывать последний слой, а он будет состоять из чередования резинок. 2 резинки, скрученная вдвое, 2, скрученная вдвое. Берем 2 резинки и накидываем на любую пару столбиков. Теперь берем одну резинку, скручиваем ее вдвое и накидываем на следующую пару столбиков. Теперь берем опять 2 резинки, накидываем дальше. Далее скрученная вдвое. Накидываем дальше. Опять 2 резинки. И опять скрученная вдвое. И так на оставшиеся столбики, чередуя, мы накидываем резинки для получения полноценного слоя. Снимаем с каждого столбика резинки нижнего слоя по 4 штучки. Теперь оставшиеся на столбике резинки мы будем снимать со станка, но сделаем это безопасным способом. Их нам нужно скинуть на пару оранжевых резинок. Берем 2 оранжевых резинки и накидываем на любые 2 столбика. На них, на эту пару, скидываем резинки нижнего слоя. Здесь 4 и на другом столбике тоже захватываю 4 нижних резинки и как раз скидываю на эту пару. Теперь эту пару мы передвигаем немножко правее. Одну часть передвигаю правее и другую часть тоже передвигаю правее. Уже с этих столбиков теперь захватываем резинки нижнего слоя и скидываем на пару. Здесь и здесь тоже разверну и скину. Далее продвигаем пару эту дальше. Здесь. И на другой стороне тоже немножко правее.
продвигаем. Посмотрите, вот здесь у нас мешает часть кружечки, и поэтому мы ее просто с центрального столбика снимаем. А вот с этих столбиков захватываем резинки 4 штучки, которые внизу, и скидываем их на пару, на которую мы все резинки снимаем. Дальше продвигаем немножко. Здесь снимаем нижнюю четверку. И с другой стороны тоже продвигаем. И снимаем четверку. Обращаем внимание на то, чтобы центр нигде не зацепился. И продолжаем продвигать вот эту пару. Еще правее продвигаю. Снимаю четверку. На другой стороне продвигаю. Снимаю четверку. Еще чуть-чуть. И, наконец, еще раз последний продвигаю вот эту пару резинок на последний столбик. И с него скидываю 4 резинки нижнего слоя. И у нас осталось всего лишь 2 столбика. На каждом из них находятся по 2 резинки. Нам нужно завести крючок в один столбик, снять резинки, и в другой столбик снять резинки и с него. Теперь нам нужно просто вот эту пару резинок, которые у нас остались, сделать из них петельку, проводя одну часть внутри другой части этой же пары. И насколько позволяет прочность ваших резинок, но в то же время аккуратно, мы затягиваем вот эту петлю. Чтобы она не распустилась, мы ее вплетем в какие-нибудь соседние петельки. Я захватываю и вплетаю. И еще можно вплести немножко подальше. Захватываю любые петельки и вплетаю торчащую петлю в них. Вот так. Все теперь отлично закреплено. Давайте расправим нашу кружечку, придадим ей более круглую форму. Смотрите, жидкость у нас находится там, где и должна быть, немножко чуть ниже краев. Прекрасно. Мордочка кружки тоже приятно нам улыбается и говорит, чтобы мы с удовольствием попили из нее чайку или кофейку. Ну что ж, я надеюсь, что вам этот видеоурок понравился, поэтому плетите себе такие кружечки разных цветов и не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки и писать в комментариях ваши впечатления касательно этого урока. До новых встреч! Пока!